Привет, мои дорогие! Зная очевидность, происходящую сегодня в районе Покровска, Купинска и других, там Волчанска того же, его уже практически захватили, как говорят. У всех задается всего лишь один вопрос. Почему же Зеленский врет? Понимаете? Потому что, никто не понимает, как так? Там действительно и журналистов уже приглашают, они говорят, угрожают этим журналистам, как это вы туда будете ехать, это запрещено законом Украины, и все в таком духе, да, то есть все время увиливают от чего-то. Ну и вот давайте начнем, наверное, с заявления Пескова непосредственно по поводу, почему Украина, а потом потихонечку придем к определенной логике. Поехали. Интерес очень большой. Вот нам известно, что большое количество западных журналистов туда хотели бы поехать. Мне неизвестно у каких-то украинских журналистов, которые бы заявляли о своем желании поехать. Вы знаете, что поездка в настоящий момент не может осуществиться, потому что действительно киевский режим полностью такую возможность и такое предложение отверг. Чего скрывает в Киеве? Не скрывает бедственное положение своих войск в означенных районах. Вот, наверное, ответы на ваши вопросы. Ну и почему они скрывают это бедственное положение, мы также узнаем. Так, давайте обратимся теперь к западным изданиям и журналистике, что они говорят по этому поводу. Французская газета «Le Monde» пишет о критическом положении украинских военных в Покровске. Но Зеленский постоянно заявляет, что нет. Один из офицеров, находящихся в городе более года, рассказывает, что снабжения нет уже несколько недель, а последние дни все полностью перекрыто, ни одна машина не проходит. Покровск с его высотками и заводами мог бы держаться месяцами, даже годами. Это настоящая крепость. Но по оценке украинского офицера, падение города будет вопрос дней, максимум 2 недель. Это пишет Le Monde, это французская газета. Другой офицер подтверждает, ситуация крайне тяжелая, мы еще удерживаем несколько домов, куда не проник противник, но бои приближаются, российские войска за несколько дней проникли во все районы. Удивительно, да? Удивительно, дорогие мои. Сейчас я вам про северское направление покажу, а потом уже будем разбирать эту ситуацию. На северском направлении российские войска закрепились на южной окраине Северска. Продвижение россиян наблюдается в районе Васюковки и Ивановки. Также российскими силами перерезана дорога из Лимана к Закотному. И теперь ключ показываю к пониманию поведения Зеленского. То, что происходит на фронте, оперативное окружение Покровска, сужение кольца под Мирноградом, давление в Купинске и Волчанске, это уже не просто локальные неудачи, а признаки системного перелома. Дорогие мои, вся риторика Банковой строится сейчас не на отражении реальности, а на удержании нарратива, нужного для Вашингтона и лично для Трампа. Трамп не Байден, он не вкладывается в демократическую линию о защите свободы Украины, он мыслит категориями сделки. И если Зеленский признает поражение или даже просто критическую ситуацию, Трамп получит легитимный повод закрыть украинский проект, сославшись на утрату целесообразности. Открываются, да, потихонечку глаза для понимания этого всего. Поэтому Зеленский сейчас играет в информационную оборону, а не военную. Он не удерживает фронт, он удерживает впечатление о фронте. Министерство обороны Украины и офис президента работают синхронно. Главная цель – продлить иллюзию контролируемости до американских выборов. Отсюда и запрет на публикации реальных потерь и паники, заявление о стабилизации обстановки и перегруппировке, параллельная атака на собственных военных, которые говорят правду, ну не только военных, да, там и на Безуглую, на Мучного и на других, там Флешей и так далее. Зеленский понимает, что если Трамп услышит от него неуверенность или признает провал, игра закончена. А значит, все его визиты, обещания и нарративы о непобедимости рухнут. Вы помните, он все время говорил и все время заявлял, что Украина не проигрывает, а Россия не выигрывает. И за год Россия никуда не продвинулась. И это все бумажный тигр. И карты привозил. Можно сказать так, реальность на фронте и реальность в речи Зеленского – это две разные линии обороны. Первая рушится, а вторая пока держится. Открываем, да? По чуть-чуть. И теперь, опять же, сразу же показываю вам Генштаб ВСУ.
вновь опровергают окружение украинских военных в Покровске. Заявлено, что проводятся мероприятия по блокированию противника, который пытается просачиваться и накапливаться в Покровске. Там уже где-то 90%. ВСУ проводят ударно-розыскные действия. Знаете, вот тот же Рёбки 3 числа показывал карту, где все отлично, 4 числа он уже показывает, что не все отлично. И очень плохо все. Ведется работа по укреплению флангов обороны Покровской Мирноградской агломерации, обеспечению и защите логистических маршрутов. Это, опять же, Генштаб заявляет, дорогие мои. То есть вот вам два фронта. Да? Один у нас идет информационный, который именно направлен на Трампа. Туда он направлен, понимаете? Он не направлен на украинца, который такой думает, да что ж такое, как это? Или тот, кто карты составляет военные, или того военного, который сидит в этом окружении. Он на Трампа направлен, что у них все нормально, чтобы дальше продолжали им выделять деньги и так далее, дорогие мои. Поэтому, как бы, тут с этой стороны. Ну, вот вам показываю кадры Волчанска, где уже, я не знаю, что это за здание, но уже россияне там находятся и тоже говорят, что российская сторона публикует видео поднятия флага, как заявляется, на последних улицах Волчанска. Сообщается, что полный захват городом может служить уже в ближайшие недели. Случится точнее. Отметим, что битва за Волчанск в Харьковской области началась еще 13 мая 2024 года. Ну, как только сказали, что бумажный тигр, только сразу же включили форсаж и понеслась. Так что, дорогие мои, и вот основные, как вам сказать, позиции сейчас, где держится Зеленский. Понимаете, у них у всех есть всегда какой-то план. То есть они все время строят несколько планов. План, если будет продолжаться дальше их спонсирование, и план, если не будет продолжаться их спонсирование. Но для вертикалей, не одной, а вертикалей, которые контролируют Зеленского, да, чей фасад является Зеленский, важно оставить Зеленского как президента. Любым там способом. И об этом уже ЕСПЧ пишет и так далее. Поехали. Эта политика пишет, что Зеленский готовится к возможным выборам в 2026 году. Зеленский может продлевать с этими депутатами ручными, включая ОПЗЖ, дорогие мои, свои военные станы. Даже уже когда будет типа остановка огня и так далее. На случай прекращения огня в вооруженном конфликте, сообщает американская политика, использование закона для дискредитации оппонентов будет только усиливаться по мере того, как администрация президента готовится к возможным выборам в следующем году в случае прекращения огня, говорится в сообщении издания. И вот как раз и показываю. Вот, видите, есть человек, которому нужно закрыть рот, чтобы он своей аудитории не рассказывал про Зеленского. И еще другие есть блогеры. И ищут всякие ключи, чтобы не только про Зеленского рассказывал, а вообще про всю эту вертикаль. Про Кучму, про Ахметова, про всех. Чтобы замолчал, понимаете? И вот они давят со всех сторон. Министерство обороны России заявляет, что слова Зеленского о 60 русских в Купянске говорят об утрате реальности. Глава киевского режима Зеленский заявил о якобы зачистке ВСУ в оставшихся русских в Купянске, возможно, утрачивает связь с реальностью. Представители иностранных СМИ проявляют очень большой интерес к предложению Путина посетить районы, где заблокированы военнослужащие ВСУ. Это уже делал заявление непосредственно сам Песков. Сейчас я вам хочу показать, как пакуют учителя, дорогие мои. Вот это учитель физкультуры, который преподавал. Его быстренько поймали. Это в Киеве на Подоле. Прямо с уроков дети снимали. Я убираю, это видео есть у меня в телеграм-канале. Прямо с уроков дети там... Прям при дети. Он говорит, у меня там то... Давай. Я сегодня видел тоже ужасное видео этой мобилизации. Там женщины подходят, он их с баллона задувает. Это мразь это... И причем, знаете, что обидно? Что я не могу это здесь показывать, потому что YouTube будет блокировать. Он найдет какие-то причины, по которым будет блокировать. То есть ты говоришь правду. Это не ПСО, это не ИИ сгенерировано. Это то, что происходит каждый день. Люди снимают, и ты выставляешь это у себя, и ты боишься, что за эту правду тебя заблокируют. Потому что это какой-то жестокий контент.
Как это? Это действительность. Там никто никого ножами не режет. Там просто они затягивают туда и все. Вот это вот, знаете, как, мы же должны говорить правду и освещать то, что происходит в действительности, а не в параллельной реальности. А знаете, если бы я поставил то, что сгенерировано искусственным интеллектом, то, что искусственным интеллектом сгенерировано, я думаю, что это бы пропустил YouTube. Мне так кажется. Поехали. Вот теперь Мирноград. Бойцы ВСУ в Мирнограде практически окружены. Нужно надеяться только на прорыв к нашим силам или сдачу в плен. Это пишет Бильд от слов украинского военного, дорогие мои. Ну вот, переходим непосредственно уже к ЕСПЧ. Евросоюз опубликовал отчет, в котором прямо говорится, в Украине продолжаются массовые нарушения прав человека в местах лишения свободы, а произвол правоохранителей и бесчеловечное обращение с арестованными и заключенными остаются системной практикой. Помните, когда Россия вышла из этих договоренностей по пыткам и всем остальным? Это после того, как россияне прибыли в Россию. Ну, и пленные россияне. И рассказали, как там к ним относились. В частности, имеют место незаконные аресты, чрезмерная продолжительность, содержание под стражей, нарушение права на жизнь, случаи пыток и жестокого обращения, плохие условия содержания, недостаточное медицинское обеспечение, чрезмерная длительность судебных разбирательств и отсутствие эффективных средств правовой защиты. Кучма. Это уже Кучма. Это его методы, чтобы там загнулся и умер от болезни. Евросоюз фиксирует также рост числа дел против Украины в Европейском суде по правам человека. Это по СПЧ. Сейчас их уже 694. Но по приказу Урсулы фон дер Ляйен их не рассматривают до конца. Отдельно ЕС указывает, что в Украине до сих пор не разделены функции следствия, прокуратуры и органов, обеспечивающих содержание под стражей. Это создает возможность давления на арестованных и манипулирования их делами. Ну, кто не понял, что происходит, там все в сговорничке. То есть такая ситуация. Судья в договорнике с адвокатом и прокурором, и с теми, кто в тюрьме. То есть это все одно, знаешь, все одна цепь. К примеру, судье нужно выбить бабки с какого-нибудь подозреваемого. Адвокат хочет выбить бабки с подозреваемого. Они его садят туда и передают тем, кто там работает в тюрьме, да, вот этой, я уже забыл, как это называется, юстиция. Они, ладно, уже потом я помню, на языке крутится, и передают туда и говорят, с ним обращаться очень плохо. Все, чтобы человек на шкуре почувствовал, что такое тюрьма. Ну, именно тюрьма в их понимании. И там его садят в плохие камеры с плохими. Говорят, там есть свои, да, там у них в тюрьмах сидят. Говорят, им там плохо к ним относиться. Не давать ему туда передачки, да, там постоянно его тиранить и так далее. Чтобы он побыстрее расстался с деньгами. Вот о чем это говорится. Что все это одна большая цепь. То есть это... как сказать, рычаг давления, выдавливания, я бы так сказал. Как для политических, так и для бизнес-кругов, для всех. То есть вот такой вот опа, и поехали давить. Вы поняли, да, там? И адвокат в теме, и судья в теме, и прокурор в теме, и те, которые работают в тюрьме. Я уже забыл это слово. Ну, вы можете напомнить в любом случае в комментарии, как они называются. Господи, вот оно крутится. Поехали дальше. Теперь Бильд пишет о Зеленском. В Украине растут опасения окружения ВСУ в районе Покровска. Пишет немецкая газета со ссылкой на источник в рядах ВСУ и разведки. Одновременно обсуждается и ответственность президента Зеленского, который в очередной раз обвиняют в том, что он не обеспечил отвод украинских войск, который должен был состояться уже давно. Зеленский продолжает дальше настаивать на то, что там никого нет. Я уберу эту отвратительную морду. Украинский военный заявил, что ситуация стала крайне сложной и неясно, насколько может предотвратиться окружение и возможен ли вообще отвод войск. Другой солдат заявил, что некоторые подразделения уже
уже почти окружены. Ситуация крайне тяжелая. Мы потеряли 80% города. Бильд также писал, что 85%. Мы все еще боремся за 20%, но там мы проигрываем. Ребята в Мирнограде и южнее находятся еще в худшем положении. Они практически окружены, говорит солдат. Это подтвердил и украинский солдат в Мирнограде. Даже если бы мы получили приказ отступать, мы бы, вероятно, не пережили его. Вероятно, никто из нас не доберется до Родинского живым. Лучше оставаться на месте и позволить себя освободить или схватить, в конце концов, заявил боец. Украинский дипломат, который дал комментарий изданию, проводить параллели с обороной Бахмута. Ситуация похожая. Мы героически защищаемся, заявляет, что Россия находится в худшем положении, чем она сама заявляет, а потом отступаем. Вы всегда видите, так разведывательные подразделения развертываются для защиты города, когда бой близится к концу, сказал дипломат. Офицер говорит, что контрнаступления были слишком незначительными и слишком запоздалыми. Им следовало сделать это месяц назад, когда первые русские вошли в город. Теперь это бесполезно и только лишает нас людей, заявил офицер. Сторонники Зеленского говорят, что удержание Покровска, несмотря на потери, возможно в том числе, чтобы не потерять репутацию на международном уровне, особенно перед Трампом. В Украине ходят слухи, что Зеленский сейчас особенно старается не показаться Трампу слабым в военном плане, чтобы тот не отдалился от Украины. Потеряя Покровский, Мирноград может иметь символические последствия для Вашингтона. Ну вот вам еще и Бильд об этом заявляет, а не только я, дорогие мои, со своим анализом, как говорится. Теперь я хочу показать ситуацию в Украине с железной дорогой. Там уже диджей Лещенко, да, как его там называют, это один из там ртов Зеленского, можно так сказать, сказал, что там у Укрзалізниці там 50% или больше 50% уже нету ни локомотивов, ничего, да, и им там требуется куча миллиардов, там десятки миллиардов гривен для восстановления, дорогие мои. Поехали, смотрим на Винницу, как она сейчас выглядит. Ну, не Винница, а Укрзалізниця в Виннице. Это 2 ноября 2025 года, дорогие мои. Как-то, ну, интересненько, да? Все-таки есть какой-то шарм в этом на самом деле. Смотрим. Красота какая. Что это? 18-й, конец 18-го, начало 19-го, да? Или даже, не, где-то, да, конец 18-го, начало даже 20-го еще ходили вот эти паровозики. Окей, дорогие мои, поехали дальше. Зимний запасной план. Украинцам советует заранее позаботиться о теплом укрытии. Экономическая правда пишет. Специалисты предупреждают, в случае масштабных атак крупные города могут остаться без отопления. Это уже сейчас рекомендуют договориться о местах для временного проживания с друзьями или родственниками там, где есть автономное отопление, в разных домах, селах и жилых комплексах с независимыми системами. Кроме того, в каждом доме должен быть ответственный человек, который сможет слить воду из системы отопления в случае аварии, чтобы избежать разрыва труб из-за мороза, дорогие мои. Так что подготовка идет к зиме. Украина не проигрывает, Россия не выигрывает, дорогие мои. Вот у нас Ukrainian Witness пишет уже. Военные заявляют, что до классического окружения Мирнограда остается 5 километров. Все пути к городу под контролем FPV-дронов. Мирноград Донецкой области уже достаточно давно находится в оперативном окружении, сообщил проекту Ukrainian Witness военный из бригады, работающий в городе и окрестностях. По его словам, сейчас стали больше говорить об этом из-за обострения положения Покровска. Мирноград на фоне полностью серого Покровска выглядит лучше, но это заблуждение. До классического окружения города вечером 4 ноября оставалось 5 километров, то есть до вчера, отметило издание. Также сообщается, что пути в Мирноград контролируются российскими FPV-дронами. Люди сюда добираются исключительно на характере, и ситуация ухудшается. Россияне продавили наши войска в Покровске, и под контролем Украины остаются несколько улиц в северной части города. Враг также находится в Красном Лимане и периодически выходит на трассы Покровск-Доброполье, Родинское-Гришино. Все это создает для россиян больше возможностей и дальше перерезать логистику в Мирноград, сообщил военный. По его словам,
По его словам, самая главная проблема заключается в усложненной логистике, а отчасти она вообще отсутствует. Мы начали проигрывать технологическую войну. Если в январе-феврале вражеские FPV не могли вредить логистике, потому что позиции пилотов противника держали под постоянным поражением, в начале весны россияне установили от Новогродовки к востоку в сторону Константиновки штору, очень плотную и насыщенную полосу РЭП. Это лишило украинские силы возможности поражать российских пилотов, рассказал военный. Он отметил, что решение проблемы нашли во второй половине лета, но это было уже поздно. Кроме того, военные России начали массово применять матки с FPV-дронами. Они довели нашу логистику до такого состояния, что сейчас люди ходят пешком на позиции по несколько десятков километров. Этот путь не продлевается за один день, не преодолевается за один день. Эвакуация становится очень сложной историей, сказал военный. Кроме того, он сообщил о проблемах с подготовкой позиций без учета потребностей военных. По словам военного, с высоток Покровска российские пилоты достают до Доброполья, поэтому на расстоянии 20-30 километров к северу логистика будет уничтожена. Ну, объясню. Дрон, пока видит его пульт, да, если это дрон не на оптике, пока видит его пульт, ну, ему нужно как можно больше открытой местности. И когда он поднимается на высотке, то у него просвечивается еще даже низ. То есть не просто вверх, но и низ. То есть 20-30 километров запросто он просвечивает. Также не будет кем заменить бойцов, когда ловушка между Покровском и Мирноградом окончательно закроется, добавил военный. Вы можете загнать хоть 200 тысяч человек, но им все равно нужно идти под бесконечными каруселями FPV, сказал военный, дорогие мои. Вот такая вот ситуация происходит, и при этом Зеленский ее просто упорно не хочет принять за действительность, дорогие мои. Поэтому и страдают украинские военные как раз именно от этого, от того, что Зеленский не дает команду, потому что он боится перед Трампом признать, что они проигрывают, дорогие мои. Так что у меня все в голове, знаете, крутится это слово, как называется, вот именно те, которые в тюрьме работает. Ну, вся вот эта отрасль. Вот крутится, я читаю, а я все, и параллельно еще думаю, вот это слово вспоминаю. Пенитенциарная служба, вот как называется. Такое слово, которое, знаете, не относится никак к тюрьме, называется пенитенциарная служба. То есть это Кучма построил, да, один такой рычаг выдавливания, можно так сказать. И юристы, да, там с адвокатами, прокуроры, и судьи, и пенитенциарная служба. Так что, видите, вспомнил. Все пока читал вам и вспоминал об этом. Подписываемся, дорогие, кто не подписан. И я вас всех обнял.